каждом видео присутствуешь. Ну пропусти. Ну пропусти хоть один эфир. Добрый день, друзья. Недавно, показывая вам уцененные орхидеи, которых у нас на канале экспериментально куплено 4, я пообещала, что одну из них уже можно пересаживать. Но кто не знает об этих орхидеях ничего, можете пройти по ссылке и посмотреть динамику роста этих орхидей. Были куплены 4 орхидеи, очень коротко о них. Одна почти в идеальном состоянии, одна вообще без корней. Вот эти 2 орхидеи. Одна номер 4, а одна номер 1. Я их недавно все показывала 4, там видно динамика и роста. Но вот эта 4-я орхидея была куплена специально для того, чтобы сравнивать, как растет самая хорошая орхидея, хорошая в плане корней. У нее не было в горшке гнилых корней. Растущих тоже не было, но почти полный горшок корней. Грунт у нее кора мелкая, не разлагающаяся, поэтому я бы сказала, орхидея в состоянии вот дать ей воды, и она начинает расти. Впрочем, так и получилось. И самая плохая орхидея, плохая в плане того, что корней у нее нет, одни гнилые корни, но на данный момент динамика тоже появилась, но не такая, как у этой орхидеи. Все орхидеи куплены для сравнения. И 2, которые между ними еще находятся, там очень влагоемкий грунт и тоже растут корни. Но кому интересна вся история, по ссылочке, там я все подробно про каждую орхидею рассказываю. А эту орхидею можно пересадить. Куплены они были и показаны первый раз 16 ноября. Прошло чуть больше 2 месяцев. Эта орхидея в активном росте, и мы ее пересаживаем. Я никогда не обращаю внимания на лунный календарь, вот фазы Луны, например, солнечную погоду, я не знаю, какие-то там танцы с бубнами. Я на это не обращаю внимания. Для меня самый главный показатель для пересадки орхидеи – это растущие корни. Корни растут и от шеи, и в горшке. И вот сейчас, разбирая эту орхидею, мы с вами и посмотрим, какие корни нарастила орхидея, и, конечно же, пересадим. Потом в горшок опять поставим эту бирочку номер 4, чтобы мы точно знали, что у нас это за орхидея. По-моему, она была, по крайней мере, цветочек засушенный, здесь был желтенький. Аккуратно наступаю на горшок пальчиками. Вдруг какие-то корешки приросли, чтобы немножечко их сдвинуть с места. В горшке корни начали прорастать, но так как стояла на поддончике, видимо, они закуклились. Но здесь есть прекрасные корни. Так, там, ой, какой неудобный горшок. Там внутри горшка корни там плохие. И я эти корни для того, чтобы вытащить это все, я их обрезаю. Они орхидеи будут не нужны. Здесь гнилой корешок. Ахахах. Ах. Так, пробуем. Ну, все прекрасно получилось. Торфяной стакан есть. Причем торфяной стакан с оплеткой. Ох, какой там белый корень. Не бойтесь никогда белых корней. Это корни, которые росли без солнечного света. Они всегда остаются белыми, а не зелеными. Это живой здоровый корень. Вон он какой длинный, просто не зеленый. На удивление и грунт неплохой здесь. Не разлагающаяся кора, она так и осталась. Так, вот это все мы сейчас срежем и торфяной стакан уберем. Не мешают жизни орхидеи
торфяные стаканы в покупных горшках. Поэтому я их никогда не достаю, не тревожу орхидею. Убираю только когда пересаживаю. При пересадке даже хорошо, когда торфяной стакан немного влажный, что отрывать от корней сухой торф можно повредить корни. Так, как бы нам этот пластик убрать так, чтобы он нам тоже не помешал и не порезал корешочки эти молоденькие. Даже в торфяном стакане заметно, что корни растут прекрасно. Ну, то есть они не сгнили. С этой орхидеей, конечно, нам просто повезло. Так. Даже так заплели эту оплетку торфяного стакана, я ее и вытащить-то не могу. Так, плотно. Давайте по-другому немного. Сначала доуберем грунт, а потом уже будем убирать. Так, ну вот теперь мы вытаскиваем эту пластиковую оплетку. Так, с оплеткой справились, все убрали. И торфяной стакан хорошо снимается с корней. Так, вот эти белые корешки. На них даже не видно вот таких зелененьких раскукленных частей, потому что они просто были в темноте. Но как только они приблизятся к краю горшка и увидят свет, они обязательно, эти корни, позеленеют и пойдут в активный рост. Если есть сухие корни, есть такие небольшие, их можно обрезать, убрать, они не нужны, маленькие кусочки всего лишь. Вот в таком состоянии я один единственный раз в жизни орхидеи промываю ее под проточной водой. Не стараюсь распутать корни, но если под водой корни сами разойдутся, в этом тоже, ну в смысле распутаются, в этом тоже нет ничего страшного. И желательно, когда промываю, вот эти корни хорошо напитать водой, чтобы можно было их опустить в горшок. Промывку показывать не буду, потому что я ее показывала один раз на кухне. К сожалению, не очень удобно снимать. Так что покажу вам уже промытые корни орхидеи. Ты пришел, а тут Сёма. Идет броуновское движение. Лаки. Ты тоже решила принять участие в съемках? Нет? Ну, решила. Что-то вас уже много.
Вот так выглядит орхидея после того, как я ее промываю под проточной водой. Что я буду дальше делать? Вот этот фласочный листик, он начал уже желтеть, и орхидее он не понадобится. Есть еще один вот такой фласочный листик, но он пока не желтеет. И орхидея им еще может воспользоваться. Воспользоваться в каком плане? Орхидеи перераспределяют свои ресурсы, и если ей нужно будет забрать все из этого листика, она заберет, или за счет этого вырастет корень, или за счет этого начнет растить новый лист. Поэтому вот этот самый маленький мы убираем, а этот пусть пока остается. Разрываю посередине и растягиваю в две стороны. Лист хорошо снимается. Что мне нужно было сделать при промывке? Я вам сказала, что я не расплетаю корни, но вот так они распались. Самое главное, хорошо убрать торфяной стакан, потому что пока орхидея растет в своем покупном горшке, и поливаю я по краю горшка, этот торфяной стакан не мешает ее жизни. Он немного становится влажным, но не до такой степени, когда с него течет вода. А вот сейчас, после пересадки, я буду орхидею заливать в горшке почти полностью, но на 2 пальца ниже грунта. Поэтому торфяной стакан в этом случае бы у меня захватывался, и тогда он бы очень долго просыхал и мог способствовать гниению шеи орхидеи. Поэтому, когда я промываю, я стараюсь весь торфяной стакан теперь убрать от шеи орхидеи. Ну и заодно посмотреть, здорова ли шея, здоровы ли там корни. Все здоровое, все зеленое, корни растут. И я нашла еще буквально один сухой корешок. Я на данный момент после обрезки ничем не обрабатываю, потому что до живой ткани я не дорезаю. Так, вот нашла еще, наверное, кусочек. Нет, все, это не то. И никогда не отрываю с корней маленькие кусочки коры. Если легко снимается, то да, я их убираю. Ну вот, например, смотрите, растущий корень. И сейчас я начну отрывать этот кусочек коры. И вполне возможно, что растущий корень я или сломаю, или он как-то повредится. Но прирос он к этому кусочку, ну пусть дальше растет. Через 2-3 года вы будете пересаживать орхидею, потому что они у меня растут очень быстро, действительно. Каждые приблизительно 3-4 года я пересаживаю орхидею. Иногда бывает так, что орхидея так хорошо начинает расти, что через 2 года пересаживаю. Или просто посадила в маленький очень горшок. Но горшок я выбираю всегда по размеру корней. Так что закончим с этим. Вот это не будет мешать орхидее, пусть так остается. Не нужно домывать, чтобы вообще ничего не осталось на корнях. И еще бывает вопрос, но вот здесь, на этих корнях, этого нет. Бывают такие маленькие полосочки, светленькие. И спрашивают, что это такое? Вот так устроен корень орхидеи, такой у него окрас. Это здоровый корень орхидеи. Даже вот с этими беленькими полосочками. Не на всех орхидеях бывают такие полосочки, но бывают. Горшки у меня двойные. Этот горшок я уже использовала, пересадила из него орхидею в горшок большего объема. А вот этой орхидеи как раз он подойдет. Вот корень, о котором я говорила, сейчас я его опущу в горшок. Здесь пока не получается у орхидей воздушных корней. Ну и хорошо, на вот эти корни сейчас начнет расти, и обязательно появятся воздушные корни. Вот так придерживаем.
я засыплю весь горшок керамзитом. Я сажаю фаленопсисы только в керамзит. И они у меня все прекрасно растут. Вы можете позади меня увидеть, не считала, но больше сотни орхидей. И они все растут в керамзите. Как всегда, я никого не призываю использовать только лишь керамзит по моему методу. Вы должны использовать тот грунт для орхидеи, в котором вам удобно за орхидеей ухаживать. Пусть это будет кора, пусть это будет пеностекло, мох, керамзит с корой, циафлора, циолит, все что угодно. Не это самое главное. Самое главное, как поливать орхидею. После того, как вы посадили орхидею, а я ее промывала под краном, я ее промывала под проточной водой, естественно, в листике и в пазухе обязательно попала вода. Я всегда протираю салфеточкой или кусочком туалетной бумаги чем-то влагоемким. Обязательно убираю воду из пазух. С листиков можно не убирать, но из пазух нужно убрать. У меня иногда спрашивают: ну как же так в природе-то? Ведь орхидеи никто не протирает пазухи. Но чаще всего орхидеи в природе растут с каким-то наклоном, и вода может сама уйти из пазухи. А еще есть же ветер в природе, есть солнышко в природе. Если у вас есть в квартире прекрасный морской бриз и дует ветер, вы можете, конечно, не протирать. Но если у вас вот такой воздух, который стоит, и я его гоняю вентилятором, например, в этой комнате, потому что это дальний угол комнаты, даже окна не хватает, чтобы сделать ветерок. А зимой какой ветерок? То пазухи протирайте, иначе может начаться гниение, потому что будет ненужный застой влаги у орхидеи. Так как же поливать? В любом грунте нужно ориентироваться только по корням. Если корни стали серебристые, вот представляете, посадка, видно всего вот здесь один корень, вот здесь другой корень. Часто бывает такое, если вы новичок, не сажайте орхидею по центру горшка, посадите ее ближе к какому-то краю, чтобы вам было видно хотя бы один корень. Когда вы научитесь поливать, будете сажать как вам угодно. И вот по этим корням я ориентируюсь. Как только корни стали серебристого цвета, вот какой это орхидеи, например, вот такого серебристого цвета, даю еще 2-3 дня ей постоять. Для керамзита этого достаточно, чтобы и внутренние корни просохли, а для коры, может быть, этого и недостаточно. Потому что кора отличается влагоемкостью от керамзита. Есть еще такие вопросы. А у меня такая кора, я ее полью, а она у меня через сутки становится сухой, и прямо аж звенит в руках. Ваша кора еще не набрала влагоемкость. Если у вас действительно такая сухая кора, вы можете замачиванием поливать орхидеи. То есть, ну или поставили в какую-то емкость на 15-20 минут, и вся кора пропиталась и набрала немного влаги. Или же, если у вас двойные горшки, ну в кору не обязательно сажать двойные горшки, тогда наливаем в двойной горшок воды, и тоже пусть постоит 15-20 минут. В керамзите я могу дать постоять и час. Керамзит воду не набирает. Поэтому здесь я ориентируюсь, здесь я пою только корни. А когда орхидея в коре, помимо корней напитывается и сама кора. А потом корни забирают эту влагу. Она долго в себе удерживает влагу, и корни имеют возможность из нее взять эту влагу.
Поэтому с корой нужно быть более аккуратным. Внутри она просыхает значительно дольше. Но даже если у вас очень сухая кора, со временем она научится набирать много воды. Помните, когда-то давно у нас были сплавы деревьев? Так вот, молодое сухое дерево, оно плывет на поверхности воды. А если оно начало набирать влагу, оно может и утонуть. Разный грунт, разная влагоемкость. Я заливаю горшок на 2 пальца ниже грунта, даю постоять полчаса, а то и бывает забываю, и час стоят хорошо напитанные корни. После этого поливаю раз в 7-10 дней. Точно так же. И первый раз орхидею поливаю чистой водой, со следующим поливом могу вносить удобрения. Наш эксперимент продолжается. У нас еще осталось 3 непересаженных орхидеи. Мы за ними наблюдаем. И если вам интересно узнать историю этих орхидей, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. Вы узнаете все об этих орхидеях и о других моих орхидеях, которые стоят у меня на стеллажах и сейчас цветут. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!